Всем привет! В сегодняшнем видео расскажу немножко о французской стамеске, или French Beveler называют ее еще. Это новый для меня инструмент, заказал как бы на пробу с Китая, насмотрелся много видео, в принципе есть задачи, для которых этот инструмент мне очень хорошо подходит, поэтому решился купить один образец, самый такой бюджетный, он стоит там $3-4 на AliExpress. Вот, решил попробовать, если как бы зайдет, тогда уже стоит рассматривать более дорогие варианты. И в принципе как бы пришел, ну я не знаю, неплохой. Я ожидал качества похуже. Здесь вот и ручка деревянная, и в принципе никакого там шата, ничего нету. Плюс изначально нормально эта стамеска резала Butera кожу, да, плотную, и в принципе вариант неплохой. Наверное, они экономят на самой стали, потому что садится она довольно быстро. Основная задача этого инструмента — это брусовка кожи. Мы можем или же по краю снимать какой-то слой кожи для того, чтобы торцы сделать тоньше при склейке, или же снимать кожу по всей вот плоскости такими полосками, да, можно в определенных участках, можно по всей как бы детали снять, это кому как нужно. Для этого в принципе есть разные размеры стамесок. У меня ширина 6 мм, есть 4, 5, 8, 10, 12, это то, что я видел. Думаю, под заказ могут сделать любую, какую вам нужно. Сам принцип работы мне понравился. Хотя нюансы уже в ходе того, как я начал изучать этот вопрос, нюансы определенные появились. Все обзоры, которые записывают на каналах, это в большинстве случаев временная плотная кожа, и там классно все снимается, эта полоска кожи. Можно как бы хорошо прорекламировать эту стамеску. Но, как оказалось, подобный инструмент очень плохо подходит для брусовки мягкой, тонкой кожи. Были вопросы, как стамеска на хромке себя проявит, как на растишке. Здесь в принципе не важно. Важно только, что кожа плотная или мягкая и ее толщина. Вот все-таки есть разница в работе с толстой и с тонкой кожей, и с плотной и с мягкой. Как приспособился работать, покажу на двух разных кожах. Значит, первое — это Butera. И в принципе для нее я и брал данную стамеску. Делаю из нее кошельки. Сейчас немножко по-другому собираю, делаю вот эти с кармашками. И вот здесь вот по контуру мне нужно как бы везде сбрусовать почти в ноль кожу. Да, снять толщину. Ножом это не так комфортно, как стамеской, но с чем я столкнулся? Значит, на тонких кожах, во-первых, если мы, допустим, как попало там берем и начинаем срезать, то зачастую просто стамеску уводит в сторону, и она разрезает нам заготовку. На мягких кожах что еще происходит? Значит, кожа, она получается вот гнется, мнется, и выходит, что мы вот можем там где-то снять неравномерно, или же вообще там вырезать кусок. То есть этого что-то я в инете не увидел. Все работают с плотными кожами. Но в принципе, если я уже брал для Butera ее, то на Butera и покажу, как работаю. Значит, как приспособился, чтобы уменьшить количество бракованных деталей вот при работе. Сам край, который нужно снять, сделать тоньше, я ставлю перпендикулярно, по сути, ну как бы своему телу. Вот. И стамеску веду от себя тоже, чтобы стамеска шла где-то перпендикулярно моему телу. Вот, собственно, таким образом. Тогда у нас в принципе более-менее все качественно снимается и никаких нюансов не происходит. Если же
я вот так вот там как-то разместил этот кусочек, начинаю снимать, то у меня вот что происходит. Раз, и я срезал. Ну, это чаще всего. То есть тонкую кожу, с ней нужно работать более аккуратно. И вот по таким вот правилам. То же самое, в принципе, я делаю и на ременных кожах, но здесь как-то проще это все дело происходит. То есть, чем толще кожа, тем меньше у нас каких-то вот этих, ну, как бы, зигзагов таких получается. То есть, чем толще кожа, тем меньше брака вот именно в брусовке по краю. Здесь тоже разместили. И режем от себя. Сняли где-то половину. Да, если нужно больше, то тоже там дорезаем, сколько нам нужно. Еще, значит, какой момент я встречал вот, на ютубе, что делают. По ширине нашей стамески проводят линию. Допустим, здесь 6 миллиметров, то есть 6 миллиметров от края проводят линию. Так, и по этой линии делают канавку. Канавкорезом. Вот. Проделали эту канавку. И то же самое. Вот только получается у нас один вот этот усик, так скажем, вот этот усик, он идет у нас по канавке, да. В результате мы получаем, ну, какую-то вот такую вот ступеньку. И здесь у меня как бы вопрос к более опытным мастерам, где, допустим, в каких изделиях используется именно вот такая вот ступенька. Ну, то есть брусуют именно ступенькой. Потому что более классический вариант, который я встречал, это вот так вот под углом снимается кожа, ну, как бы детали там склеиваются. А вот такой вариант, ну, нужен он или нет. Ну и еще применение, значит, этой стамески, это снимают какую-то определенный какой-то слой кожи по всей заготовке. Для этого вот эти усики, их кладут на край нашей заготовки и срезают, сколько там нужно. Срезают полосками, то есть можно локально, допустим, снимать, может, на каких-то, не знаю, на каких-то обложках там книг, где-то, вот где нужно такое широкое место, которое потом там загибается как-то, не знаю. В общем, тоже этой стамеской удобно такую операцию делать, и ножом это, ну, вообще некомфортно. А вот стамесочкой без проблем. Еще был вопрос у подписчиков, как же эта стамеска будет работать с кожей хромодубления, как работать с Crazy Horse. Вот вам кусочек Crazy Horse. Уже сказал, что разницы нету, какая кожа, какое дубление. Важно, насколько она плотная. И чем она плотнее, тем лучше. Crazy Horse, она такой, ну, не знаю, средней плотности, наверное. Вот. И ее начинает, видите, чуть-чуть там подгибать. То есть здесь в таких случаях нужно делать все вот такими как рывками, да, не сразу проводить, а вот по чуть-чуть, чтобы кожа выпрямилась, и мы дальше могли провести. Тогда в принципе снятие будет более равномерное, не будет никаких бугров, срезов. То есть тоже работать можно, но нужно быть более как бы аккуратными. Изначально, когда приехал ко мне стамеска, и я попробовал ее на мягкой коже, на тонкой, вот, и она ничего не резала, я, конечно же, попробовал ее заточить. Заточка здесь односторонняя. То есть затачивал вот с этой стороны,
А здесь, в принципе, ну как бы ничего, никаких следов там заточки нету. Может, в этом тоже какой-то недостаток вот именно бюджетных вариантов, потому что я видел стамески, у которых есть двухсторонняя заточка. И с этой стороны как бы есть заточена, и с этой. Здесь как бы заточка односторонняя. Затачивал я ее на таком вот алмазном камне. Брал для правки ножей, и в принципе здесь он мне тоже пригодился. Когда заточил, то уже дальше нужно было поправить. Правил так же, как и затачивал, в принципе. Выдержим вот этот угол. Вот видите, здесь есть угол заточки. Мы его выдержим и проводим по дощечке с пастой Гои. Вот. Поправили, сколько нам нужно. Ну, я думаю, здесь металл, в принципе, мягкий, поэтому очень много там править и не стоит. А вот с другой стороны, получается, какая ситуация? Значит, что я видел, какие в Ютубе видео, наклеют такую полосочку по ширине, допустим, этой стамески, да, и вот так вот проводят. Но у нас, получается, здесь нету такого угла заточки. То есть, чтобы нам как бы не завернуть эту режущую кромку, вот так вот делать нельзя. То есть в моем случае это нужно делать как-то прям вот так вот, да? Вот класть и вот так вот делать. И это не очень комфортно. Что я сделал? Я взял просто такую полосочку 6 мм шириной, намазал пастой Гои и делаю вот так вот. То есть я прикладываю, ну, как бы прикладываю к плоскости этой стамески с обратной стороны и вот так вот протягиваю. Стараясь вот так вот не заворачивать, чтобы саму режущую кромку мы тоже как бы не завернули. Все, вот так вот поправил. И дальше на чем-то можно проверить. Все работает. Если давать какое-то свое заключение по данному инструменту, скажу так, это не самый универсальный инструмент для брусовки кожи. И есть очень таких много нюансов, которые нужно учитывать при работе, есть свои определенные недостатки, но, на мой взгляд, если есть возможность, то такой инструмент он должен присутствовать в мастерской каждого кожевника, и в определенный момент он нас выручит. Мне намного комфортнее брусовать вот эти детали кошелька этой стамеской, чем, допустим, ножом. Ножом я делаю это все дольше и не так вот ровненько, красивенько выдержано с одной толщиной, да, получается все как бы как нужно. И, как уже сказал, вот, допустим, если нужно сделать снятие кожи вот, где-то локально там в одном месте, то тоже ножом, ну я не знаю, как здесь его выбрать, да, вот именно этот участок, а стамеской это можно сделать. То есть в определенных случаях она нам будет более подходяща в работе, а в некоторых и вообще, так скажем, ну ничем не заменима. На этом все. Если останутся какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, делитесь своим впечатлением и наблюдением о данном инструменте, кто уже пользуется. Надеюсь, видео будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.